Как накопить миллион на маленькой зарплате? Этот вопрос звучит как фантастика для большинства людей. Но правда в том, что миллион может собрать почти каждый, если действовать правильно и системно. Важно не то, сколько ты зарабатываешь сегодня, а то, как ты распоряжаешься даже самой скромной суммой. Давайте разберем пошаговую стратегию, которая работает независимо от уровня дохода. Я покажу простые принципы, проверенные экономистами, инвесторами и людьми, которые действительно стали богатыми, начиная с нуля. И, что самое главное, эти шаги доступны каждому. Первый шаг – измени мышление о деньгах. Большинство людей считают, я слишком мало зарабатываю, чтобы откладывать. Но это ловушка бедности. Настоящая правда в том, что если ты не умеешь управлять маленькими деньгами, ты никогда не справишься с большими. Поэтому формула проста: богатство начинается с привычек, а не с дохода. Возьми за правило, 10-я часть любого дохода принадлежит тебе. Это закон, который лежит в основе богатства с древних времен. Даже если ты получаешь очень мало, 1000 нужно откладывать сразу. Это не сэкономленные деньги, это твой капитал, который должен работать. Второй шаг – создай автоматическую систему накоплений. Люди терпят неудачу, потому что полагаются на силу воли. Но сила воли всегда заканчивается. Работает только автоматизация. Настрой так, чтобы деньги откладывались сразу при поступлении зарплаты. Счет в банке, приложение, перевод, неважно как. Главное – убрать их с глаз. Если их нет под рукой, ты не успеешь их потратить. Золотое правило – сначала плати себе, потом всем остальным. Большинство делают наоборот, сначала оплачивают счета, еду, кредиты, а остаток пытаются отложить. Остатка почти никогда не бывает. Переверни систему, сначала отложи, потом живи на оставшиеся деньги. Третий шаг. Минимизируй финансовые утечки. Секрет накопления не только в том, чтобы откладывать, но и в том, чтобы перестать терять деньги на мелочах. Мы часто удивляемся, почему не получается накопить? Ответ прост: 1000 утекают через дырявый бюджет. Примеры. Ежедневный кофе на вынос, $5 в день превращаются в 150 в месяц и около 2000 в год. Подписки и сервисы, которыми ты не пользуешься, импульсивные покупки в супермаркете. Веди учет хотя бы месяц. Ты сразу увидишь, где уходят деньги. Найденные утечки направляй в накопление. Это не требует дополнительных заработков, только контроля. Четвертый шаг. Создай финансовую подушку. Прежде чем думать об инвестициях и миллионах, нужно защитить себя от неожиданных расходов. Подушка – это минимум 3-6 месячных расходов. Если ты тратишь 2000 в месяц, подушка должна быть 6-8 тысяч. Эти деньги хранятся на отдельном счете и не трогаются, кроме как в экстренных случаях. Подушка нужна, чтобы не влазить в кредиты, если случится беда. Когда она есть, ты чувствуешь себя увереннее и можешь спокойно инвестировать. Пятый шаг. Запусти эффект процента на процент. Вот главный секрет накопления миллиона. Миллион не создается за счет того, что ты много зарабатываешь. Миллион рождается от правильного инвестирования. Допустим, ты откладываешь всего 5000 в месяц и инвестируешь под средние 10% годовых. Через 10 лет у тебя будет почти миллион. И это без больших зарплат. Секрет здесь в том, что твои деньги начинают приносить деньги. Эйнштейн называл сложный процент величайшим открытием. Он работает всегда, если ты начнешь достаточно рано и будешь последовательным. Шестой шаг. Инвестируй только в понятные инструменты. Когда речь идет о маленькой зарплате, у тебя нет права на ошибку. Нельзя рисковать последними деньгами. Поэтому твои инструменты должны быть максимально простыми и надежными. Классика: индексные фонды, облигации, накопительные программы. Главное правило: инвестируй только в то, что понимаешь. Если не понимаешь, значит, пока рано. Богатство строится не на удачных ставках, а на дисциплине. Седьмой шаг.
Увеличивай доход постепенно. Да, можно накопить и на маленькой зарплате. Но чтобы ускорить процесс, нужно постепенно увеличивать доход. Это может быть подработка, повышение квалификации, фриланс или свой небольшой проект. Не стремись к резким скачкам. Главное – направлять дополнительные деньги в инвестиции, а не на новые расходы. Вот где большинство ошибается, зарабатывают больше и сразу же тратят больше. Настоящее богатство строится тогда, когда рост дохода направляется в капитал, а не в уровень жизни. Когда у тебя уже есть привычка откладывать и подушка безопасности, наступает главный этап – превращение накопленных денег в капитал, который растет сам. 8 шаг. Развивай дисциплину долгосрочности. Самая большая ошибка людей в том, что они хотят быстро разбогатеть. Но быстрые схемы заканчиваются потерями. Настоящее богатство создается годами. Нужно думать не о том, как разбогатеть за 1 год, а как построить устойчивую систему на всю жизнь. Пример. Если человек стабильно откладывает $50 в месяц и получает 10% годовых, через 20 лет он имеет почти 400 тысяч. Это математика, не мнение. Вопрос не в доходе, а в сроках и дисциплине. 9 шаг. Откажись от плохих долгов. Долги – главный враг накоплений. Кредитные карты и потребительские кредиты высасывают твои деньги через проценты. Когда ты платишь банку 20 или 30% годовых, ты работаешь на чужой капитал, а не на свой. Первое правило богатства – избегай долгов на потребление. Второе правило – если есть долг, составь план и погаси его максимально быстро. Используй метод снежного кома. Сначала гаси самые маленькие долги, освобождай ресурсы, потом переходи к большим. Это дает психологический эффект победы и ускоряет процесс. 10 шаг. Раздели финансы на корзины. Чтобы не путаться и не тратить накопления, разделяй деньги по назначению: обязательные расходы, подушка безопасности, инвестиции, мечты и цели. Каждая корзина имеет свое место. Нельзя брать из инвестиционной корзины на покупку телефона или поездку. Четкая структура защищает капитал от соблазнов. 11 шаг. Задай конкретные финансовые цели. Накопление ради накопления не мотивирует. Нужны четкие цели с цифрами и сроками. Например, через 5 лет я хочу накопить 50 тысяч на первый взнос за квартиру, через 10 лет у меня должен быть 1 000 000 на счете инвестиций, через 20 лет я хочу выйти на пассивный доход в 5 тысяч в месяц. Цели делают процесс осмысленным. Ты не просто откладываешь деньги, а движешься к конкретному результату. 12 шаг. Сократи влияние окружения. Один из скрытых врагов накоплений – это окружение. Когда твои друзья живут по принципу «тратить все сейчас», тебе трудно идти против потока. Но если ты хочешь 1 000 000, нужно выстроить свою линию поведения. Запомни, богатство – это результат правильных привычек, а не впечатлений от каждой вечеринки. Окружай себя людьми, которые тоже думают о будущем, читают книги о деньгах, обсуждают инвестиции. Твоя жизнь будет меняться вместе с их образом мышления. 13 шаг. Защищай свои деньги. Финансовая грамотность – это не только про накопление, но и про защиту капитала. Нужно иметь страховку здоровья и имущества. Без этого одно событие может уничтожить все, что ты копил годами. Лучше платить немного за страховку, чем потом потерять все. Это шаг, который отличает людей с мышлением богатства от тех, кто живет на авось. 14 шаг. Монетизируй навыки и хобби. Даже если у тебя маленькая зарплата, всегда можно создать дополнительные источники дохода. Не нужно ждать чуда. Начни с малого: репетиторство, работа онлайн, услуги по твоей профессии, продажа знаний и умений. Каждый дополнительный источник пусть будет направлен только в накопление и инвестиции. Так ты ускоришь процесс накопления миллиона в разы. 15 шаг. Используй правило 3%. Есть простой метод для увеличения дохода и накоплений – правило 3%.
каждый год старайся тратить на 3% меньше и зарабатывать на 3% больше. Эти маленькие шаги почти незаметны в быту, но через 10 лет они создают огромную разницу. Если ты зарабатываешь 20 тысяч и откладываешь 2000, через несколько лет ты уже будешь откладывать 10 тысяч и более, при том, что уровень жизни не падает. 16-й шаг. Инвестируй в знания. Люди недооценивают самый важный актив – знания. Книги, курсы, навыки дают тебе возможность зарабатывать больше. Даже если книга стоит $100, она может сэкономить тебе годы ошибок и сотни тысяч потерь. Запомни, твой мозг – главный инструмент создания богатства. Чем больше в нем правильных знаний, тем быстрее ты придешь к результату. 17-й шаг. Отмечай прогресс. Человеку нужно видеть, что он движется вперед. Если ты копишь миллион, процесс может казаться слишком долгим. Поэтому важно отмечать промежуточные результаты: первая 100 000, первая половина миллиона. Празднуй маленькие победы. Они дают силы идти дальше и не бросать на середине. Почему этот путь работает даже на маленькой зарплате? Богатство – это не случайность, это результат математики и привычек. Ты можешь зарабатывать мало денег и все равно прийти к миллиону. Просто потому, что деньги растут по закону сложного процента. Пример. Человек откладывает 5000 в месяц под 10% годовых. За 10 лет он получает почти миллион. За 20 лет – более 3 миллионов. А если доход постепенно растет и сумма инвестиций увеличивается, результат становится еще быстрее. Секрет не в доходе, а в том, чтобы начать сегодня и не останавливаться. Большинство людей живут без системы. Тратят все, что зарабатывают, и надеются на чудо. Но чудо не случается. Приходит старость, болезни, и оказывается, что денег нет. Без накоплений человек зависит от государства, от родственников, от кредитов. Это путь к бедности и постоянному стрессу. Если ты не начнешь копить и инвестировать сейчас, через 10 лет у тебя не будет ничего. Если же начнешь, у тебя будет капитал и свобода. Разница огромна. Мифы, которые мешают накопить миллион. Я мало зарабатываю. Это не оправдание. Миллион копится не доходом, а временем и дисциплиной, а откладывать ни из чего. Всегда можно найти хотя бы 5% дохода. Даже небольшая сумма запускает систему. Инвестиции слишком сложные. Есть простые инструменты, индексные фонды, облигации. Их может освоить любой. Мне уже поздно начинать. Поздно будет только завтра. Сегодня лучший день, чтобы начать. Важно понять, накопление миллиона – это не только про деньги, это про образ мышления. Человек, который умеет управлять небольшими суммами, становится хозяином своей жизни. У него появляется уверенность и сила. Ты перестаешь бояться увольнения, кризисов, неожиданных трат. Ты чувствуешь контроль над своей судьбой. Что делать прямо сегодня? Возьми ручку и запиши, сколько ты зарабатываешь, сколько тратишь, сколько можешь откладывать. Настрой автоматический перевод хотя бы 10% на отдельный счет. Составь план погашения долгов, если они есть. Начни вести учет расходов. Купи книгу о финансах или посмотри обучающие видео, чтобы прокачать знания. Эти простые шаги займут один вечер, но они запускают процесс, который изменит твою жизнь. Миллион – это не миф и не удача. Это результат системы. Маленькая зарплата – не преграда, преграда – только в голове. Каждый раз, когда ты откладываешь $5, ты покупаешь себе свободу. Каждая инвестиция приближает тебя к моменту, когда деньги начнут работать на тебя. Через 10 лет ты можешь быть тем, кто жалуется, что все дорого и денег нет. Или тем, кто спокоен, потому что у него есть капитал и планы. Выбор всегда за тобой. Начни сегодня. Даже с самой маленькой суммы. Потому что завтра будет поздно.